Всем привет! По всей видимости, этот ролик будет самый простой и чиловый. Не надейтесь. Можно еще немного сказать о моделинге этой платформы. Но опять же, это простая форма с шамфером. И вот такие винты. Я решил использовать такую непростую форму. Сделана она при помощи булевых операций. Плюс доводка скосов вручную. Дальше вот эти вот шкифы. И вот эти вот шкифы, они в принципе одинаковые. Это Tape Pins, а вот эти два, так как они двигаются оба, они сделаны одним мешем. А вот этот пин – это Big Pin. Вот этот пин – это Min Pin. Ну, собственно, они же вообще-то одинаковые. Я их просто отскейлил, чуть поправил. У них есть внутренний цилиндр и внешние шляпки. Опять же, сделаны из простых цилиндров и шамфер. И здесь чуть-чуть изящная форма, чтобы они смотрелись немного интереснее. Вот, собственно, и все про моделинг. Окей. После того, как решены вопросы с отображением намотки, с процессами перемещения ленты с катушку на катушку, пришло время позаботиться о лентопротяжке. Для начала нужно изобразить ленту между катушек. Для упрощения предположим, у нас будет просто две направляющие и одна головка. А давайте еще сделаем две шпильки, прижимающие ленту к головке. Итак, как говорили в ту эпоху, лента должна быть заряжена в лентопротяжный механизм. Чтобы это изобразить, достаточно замоделить по сплайну ленту. Аккуратно, плавно обогнуть между шпилек, роликов и головки. Сделать тонкий меш ленты и готово. Экспортируем, получаем мешку. Это верно. Но мне хотелось сделать интерактивную модель. Видите ли, лента движется не только вдоль своей длины, но и под действием механизма, так? И еще в местах подачи с катушки она меняет угол в зависимости от радиуса катушки. Итак, можно просто анимировать узлы сплайна. Но при анимации она как-то ненатурально изгибается, как упругая резинка. Это не везде подойдет. Чаще лента должна четко огибать окружность роликов и натягиваться между ними. Чтобы это учесть, возьмем два метода, посложнее. Первый метод – огибание идет снаружи. Второй – огибание накрест. Эти два метода огибания я постараюсь изложить в этом ролике. Также необходимо учитывать, что эти ролики могут быть разными. Будь это ролики, шпильки или даже катушка с лентой, которая, естественно, может быть любого радиуса. Возьмем две окружности произвольных радиусов. Будем рассматривать ролики вертикально расположенные, потому как легко к этому привести. Иными словами, вертикальная ось системы будет располагаться вдоль линии расстояния между роликами. И изобразим ленту между ними. Вариант первый. Лента снаружи. И первый будет внизу, второй вверху. Проведем радиус-векторы к точкам касания и заметим, что эти углы всегда перпендикулярны по правилу касательной. Ведь лента – это касательная по сути. Мы легко можем построить любую точку на окружности. Радиусы мы знаем, но нам нужно построить точку от радиуса с определенным углом. Эти углы нам и нужно найти. Положение точек на окружностях будут зависеть от радиусов и от взаимного расположения окружностей. Что нам будет дано? Взаимное расположение, то есть координаты центров окружностей, и их радиусы. Этого достаточно. Кстати, все дела происходят в плоскости, и это упрощает задачу. Построим высоты от центров окружностей на прямые, проходящие вдоль построенных радиус-векторов. Обозначим точки А, Б, С, Д. Обратите внимание на этот прямоугольник. Мы теперь легко можем найти вот эти отрезки из данных радиусов. Это R1 минус R2. Так у нас теперь имеется два совершенно одинаковых прямоугольных треугольника. В них известны гипотенузы. Это наше расстояние между окружностями. И этот найденный катет. Мы можем найти угол, противолежащий известному катету по формуле арксинус А, деленного на С, где А катет, С гипотенуза, угол в радианах. Я не силен в тригонометрии, мне пришлось поискать. Я даже застрял на сутки. Но все же мне повезло, и вскоре нашлось в интернетах это уравнение.
Ура! Итак, ровно на этот угол повернут прямоугольник ABCD относительно вертикали. А значит, радиус векторы на тот же угол повернуты относительно горизонтали. Стоит заметить, что будь наша лента симметрична слева, то стоит вычесть найденный угол из π и получим угол для симметричного радиус вектора. Угол в радианах. Для тестирования отладки я создал отдельный блюпринт. Найдем катет. Это разница радиусов. Далее гипотенузу. Это расстояние между роликом и катушкой. Функция distance. Далее соберем тригонометрическую функцию arcsinus a, деленного на c. И тут мы сталкиваемся с тем, что на практике удобнее пойти немного иным путем. Вот мы ищем угол от горизонтали, да? Но нам гораздо легче взять вертикальный вектор и его поворачивать. Потому что у нас есть координаты этих роликов. От них можно легко получить вектор вверх или вниз. А если крутить вертикальный вектор, это значит, что нужен угол, прилежащий к известному катету. Вот этот. Этот угол как раз повернет наш вектор к нужному положению от вертикали. Так, для этого есть другая формула. Арккосинус b на c. Соберем ее. Давайте посмотрим на функции arcsinus x и arccosinus x. Сравним их и поразмышляем. Функция arcsinus достаточно понятная. Она определяется для x от минус 1 до 1 и принимает значение от минус π пополам до π пополам. Значит, если мы дадим ей отношение катета к гипотенузе около единицы, тогда она выдаст угол около π пополам. Это около 90 градусов. Так, а если отношение будет очень маленьким, около нуля, то и угол будет около нуля. И если мы отношение каким-то образом предоставим с минусом, смотрите, что выйдет. Угол просто будет поворачивать в другую сторону. Он тоже будет с минусом. И это очень хорошо подходит для нахождения угла от горизонтали. Арккосинус, на первый взгляд, функция зеркально отражена. Также она смещена на π пополам вверх, в положительном направлении. Так она строго положительна. Она больше на угол в 90 градусов. Она определяется для x от минус 1 до 1 и принимает значение от 0 до π. Посмотрим на обе сразу. Глядите, где они пересекаются. Вот эта область. От 0 до 1 по оси x подаем обеим функциям в качестве аргумента отношение катета к гипотенузе и получаем углы. Противолежащий с арксинуса и прилежащий с арккосинуса. А пересекаются они в точке 45 градусов, π на 4. Потому что, когда прямоугольный треугольник имеет углы по 45 градусов, тогда отношения обеих катетов к гипотенузе равны и составляют приблизительно 0,7071 и так далее. Это отношение одного к корню из двух. Вот эта точка. И вот такой этот треугольник. При стремлении отношения а, деленное на c к единице, получим угол, приближающийся к 90 градусам, и второй к нулю. В ином случае отношение катетов к гипотенузе обращается вспять, что логично. Хорошо, возьмем в работу арккосинус. Заметим, что функция дает угол положительный, и это значит, что угол, который мы получим, повернет в другую сторону, так как положительное направление – это против часовой стрелки. Нам же нужно по часовой. Ну что ж, добавим минус и дело в шляпе. Идем дальше. Хочется сказать, что точность и логичность математики нам на руку. Рассмотрим случай, когда R1 меньше R2. Первая окружность меньше второй. Так искомый катет станет отрицательной длины. Заметим, что в этом случае от вертикали нужно повернуть на угол больше 90 градусов. Вернемся к рассмотрению графиков функций. С отрицательным катетом мы также получим отрицательное отношение катета к гипотенузе. Здесь функции дадут два разных варианта. В случае с арксинусом получим отрицательный угол, но в случае с арккосинусом угол продолжит расти в положительную сторону за 90 градусов и вплоть до 180. То, что нужно. И что мы получим, вычислив арккосинус из отрицательного отношения? Мы получим тот самый угол от вертикали до радиус вектора. Разве это не прекрасно? Соберем все вместе. Не забудем добавить минус. Этот минус, кстати, будет управлять тем, с какой стороны расположена лента относительно роликов.
Далее вычислим вертикальный вектор, который следует повернуть на нужный угол. Для этого вычислим вектор от центра нижней окружности до центра верхней. Для этого вычтем координаты нижней из верхней. Теперь нормализуем этот вектор. Все, можно его поворачивать от вертикального положения к нужному углу. Воспользуемся нодой RotateVector. Ему на вход наш вектор и ротатор с полученным углом. Далее умножу повернутый вектор на 2 радиуса, получив 2 радиуса вектора. И это точки касания на обеих окружностях. В завершении эти векторы надо прибавить к координатам их роликов, чтобы переместить на свои места. Иными словами, из начала координат поместить на центр ролика. Так мы получаем самое главное – 2 точки касания, а между ними будет протянут сегмент сплайна. Это мы сделаем немного позже. Двигаемся дальше. Ко второму случаю, когда лента идет накрест. Также возьмем 2 окружности произвольных радиусов и изобразим ленту между ними. Вариант второй накрест. Радиус векторы, высоты. Теперь у нас немного иной прямоугольник А, Б, С, Д. Но идея та же. Здесь разница в том, что эти углы к вертикалям придется рассчитать слегка иными входными данными. Нужный нам катет теперь мы находим, сложив радиусы R1 плюс R2. Хотя гипотенуза также расстояние между окружностями. И мы уже решили, что лучше искать прилежащий угол к катету по арк-косинус B на C. Дано все то же самое, координаты и радиусы. Обратите внимание, что здесь углы повернуты в разные стороны. Но на самом деле нет. Мы лучше изначальные векторы построим один вниз, другой вверх. После поворота на один и тот же угол они окажутся в нужных положениях. Можно немного иначе, но это уже лирика. Что касается симметричного расположения, то поступим как в прошлый раз. Повернем угол в противоположном направлении. Хочу еще отметить, что с расположением ленты накрест никогда не получится угол больше 90 градусов, поэтому этот вариант даже проще. Я хочу собрать вторую схему, добавив логику к первой. Поэтому при расчете катета мы сделаем селектор – складывать или вычитать. Для кросс – складывать. Для гипотенузы ничего не изменилось. Также мы ничего не хотим изменять для расчета угла. Здесь есть селектор для флипа на другую сторону. А для вычисления единичных вертикальных векторов я кое-что изменю. Сделаю функцию для вектора вверх и вектора вниз. Я пояснял ранее, но обратите внимание, что эти векторы дают возможность представить наши 2 ролика в единой системе координат, так что они всегда располагаются на оси Y и всегда R1 внизу, а R2 вверху. Итак, для построения радиус векторов кое-что изменилось. Впрочем, для первого ничего, а второй обрел селектор. Теперь мы возьмем вектор вниз, чтобы он был повернут зеркально в другую сторону. Это все. Что можно делать теперь? Поворачиваем. Налево, направо, налево. Делаем кросс. Слева, справа. Ну все, пора делать сплайн ленты по этим точкам. Нам предстоит создать сплайн и создать сплайн mesh. В рантайме он будет обновляться. Для начала я построил сплайн из точек, расположенных в логичных местах. Вот он начинается от катушки, далее ролик, шпилька, головка, шпилька, ролик и заканчивается на правой катушке. Теперь я должен построить ленту из меша, пустив этот меш вдоль сплайна, определив ширину и высоту ленты. Для этого я создал функцию constructTape. Неожиданно. И запускаться она будет в construction script. Далее здесь же следом запустим уже известный из прошлых видео event update. В нем обновляется все, что нужно каждый кадр. Плюс добавлю туда функцию updateTapeSpline. Там будет обновляться форма ленты в рантайме. О ней поговорим позже. А сейчас построим меш ленты. Произойдет это один раз при конструировании класса в construction script. Чтобы построить mesh по сплайну, нужно создать spline mesh component. Далее установить ему стартовую и конечную точки при помощи ноды setStartAndEnd. Делать это надо в цикле. Берем сплайн, берем его количество сегментов, запускаем цикл
И последовательно создаем Mesh Component и устанавливаем точки. Точки и их тангенсы мы берем у сплайна. Вот так. Далее я добавляю материал ленте. Устанавливаю масштаб мешки в переменную. А это ширина и толщина ленты. Устанавливается здесь. Set Start, Set End. И добавляем в массив для дальнейшего доступа. Вот что получилось. Теперь самое интересное. Надеваем ленту на катушки. Для начала давайте перенесем логику тестового блюпринта в магнитофон. Создаю функцию getTangentPointRadiusVectors. Здесь все то же самое. Просто скопировал и определил входные данные. Ей нужны радиусы, сами компоненты для pin и reel, еще опции cross и flip. Также развернул внутреннюю функцию расчета вектора вверх и вектора вниз. Вот первая задача. Левая катушка и левый ролик. Теперь мы находимся в той самой Update Tape Spline, функции обновления для каждого кадра, которая стоит здесь в потоке ивента обновления для ветки ленты. Возьмем радиус большого ролика Big Pin Radius. Он постоянный, определен в переменной. Радиус катушки будет меняться. И как и в предыдущих видео, мы получали его при помощи числа намотки и функции getCurrentCircleRadius. Так его сюда и передаем. Берем компоненты катушки и ролика. Это будет пустышка Tape Reel L и Mesh Tape Big Pin L. Установлю опцию Flip Side, чтобы лента находилась с левой стороны. На выходе сохраню точки полученных касательных в локальных переменных текущей функции Update Tape Spline. Осталось установить эти точки в mesh-сегменте. Берем mesh-сегмент из массива. Он как раз самый первый, и устанавливаем ему начальную и конечную позицию. Нода Set Start End. Посмотрим, что получилось. Не хватает только правильно расположить тангенсы кривой. Тут они будут весьма просты, потому что нужно создать прямую линию. Для этого возьмем две координаты и создадим вектор. Тангенс-вектор должен быть в направлении сплайна, поэтому от первой до второй. Как это сделать? Сделать вычитание из второй первую. Теперь правая катушка и правый ролик. Все просто. То же самое. Смотрите, как легко. Мы просто дадим ей новые данные. NR – правая намотка. Big Pin Radius – тот же. Компоненты возьмем такие же, но правые. Пустышка Tape Reel R. Mesh Tape Big Pin R. Опцию Flip Side здесь отключу. Это правая сторона. На выходе сохраню точки полученных касательных в тех же локальных переменных. Они будут переиспользоваться последовательно для любого количества сегментов. Берем mesh-сегмент из массива. На сей раз это самый последний. 7-й индекс. Устанавливаем ему начальную и конечную точки. Смотрим, что получилось. Все. Вариант накрест не пригодился? Вот этот флажок, помните? Он пригодится позже, когда мне придется слегка переделать механизм, чтобы добавить резиновый ролик. Что еще осталось? Есть один недостающий фрагмент задачи. Это дуга окружности. Смотрите, вот наши катушки, это ролики. Мы посчитали, нарисовали вот эти отрезки. К ним есть радиусы. Еще воображаемый отрезок есть где-то здесь. И тут к точкам касания также построим радиусы. У нас образовались вот эти дуги. Их тоже нужно рассчитать. Даны нам координаты позиций роликов, конечно же, всех точек и радиусы. И все бы ничего, но чтобы построить эти дуги при помощи кривых Безье, необходимо знать тангенсы вот этих усиков. Причем сами касательные мы без труда найдем, а вот их длины – это проблема. Точного представления окружности с помощью кривых Безье не существует. При помощи них можно построить окружность очень близко к настоящей. В Unreal кривые – это также кривые Безье.
Во многих приложениях 3D-графики можно заметить, что кривыми Безье строят окружности с несколькими узлами, например, с 4. Так взаимно перпендикулярные касательные строят форму, максимально приближенную к окружности. И эти касательные определенной длины. И можно далее разделить эту дугу на произвольный угол, и касательные вновь ее построят. Вопрос лишь в длине касательных. Как найти эту длину? В математике кривых Безье я тоже не силен. Видал разные видосики на эту тему, особенно от Фрей Холмер. Но ответа долго не было. В какой-то момент я даже решил, что не видать мне ленты в лентопротяжке. Было грустно, но я искал. И вот я наткнулся на это. В этой статье мы видим, что берется четверть угла, считается его тангенс и умножается на 4/3. Почему так, я не знаю. Но формула найдена. Это большая часть дела. В этой проблеме фактическое программирование тривиально, и единственное, что представляет интерес, это математика. И вот формула. Отмечу, что хотя в статье разговор ведется об окружности из определенного количества сегментов, в действительности все сводится к построению дуги внутри определенного угла. Мы же можем получить угол, поскольку нам даны точки касания на окружности. Найти его можно при помощи функции арктангенса координат точки. Для справки. Есть функция, которая по координатам x, y находит угол, потому что координаты – это и есть косинус и синус угла. Если синус поделить на косинус, будет тангенс угла. Далее с него через арктангенс получаем угол. Все, пора реализовывать построение дуги, и с лентопротяжкой будет все решено. Погнали! Для тестов я также создал отдельный блюпринт. Хорошая практика. Итак, у нас есть 2 точки касательных, и они находятся строго на окружности данного радиуса. Функцией atan2 находим 2 угла от начала вращения до радиус векторов каждый. Полученные углы вычитаем и получаем исходный угол. Этот угол отправляется на функцию, реализованную по формуле 4/3 тангенса четверти угла. Итак, мы получаем длину тангенса для управляющего усика кривой Безье. Остается получить вектор касательный, а это перпендикуляр к радиусу. Чтобы его получить, необходимо, например, взять x как есть, а y с минусом. Поменять местами x, y. Нормализуем. Готово. Вот 2 эти тангенса. Ну и умножим этот единичный вектор на длину тангенса. Тот, что так трудно было найти в интернете. Ну и на радиус. Что получается? Смотрите, мы меняем 2 точки, и наша арка рисуется. Однако неправильно. И знаете что? Я чисто догадкой понял, что вот эта тройка тут не нужна. Но так не должно быть. Я так и не разобрался, почему в анриловских кривых классическая формула не подходит. Если у вас есть какие-то идеи, напишите в комментариях. В общем, заменяя на единицу, усик становится в 3 раза длиннее, и все работает. Кривая точно рисует арку между 2 точками на окружности. Теперь реализуем это в блюпринте магнитофона на месте. Для этого нужно обновить тангенсы определенного сегмента Spline Mesh. Слева этот сегмент с индексом 1. С него мы получим вторую касательную точку, вот эту. Она не будет никуда двигаться, потому как механизм ее не двигает. Первая точка у нас была рассчитана, вот ее переменная. На расчеты тангенса нужны те же 2 точки. Пройдемте, пожалуйста, внутрь функции getSolvedTangents. Здесь нам для начала нужно получить радиус вектора пинов. А для этого из координат этих точек мы вычтем координату ролика. И вот здесь этот ключ Right управляет выбором координаты левого или правого ролика. Далее известная группа вычислений. Тангенсы отправляются в ноту setStartAndEnd. Так они обновляются каждый кадр со всем остальным. На правой стороне обновляется предпоследний сегмент с индексом 6. С него берется стартовая точка. И стоит флаг Right для правого Big Pin. Все прекрасно работает. Теперь магнитофон выглядит более целостно. Но в следующем ролике я расскажу, как улучшил механизм лентопротяжки, добавив к нему новые детали. А также добавил анимации ускорения и замедления вращения при Play, Stop, Rewind. Спасибо за внимание.